Всем привет, друзья! Это Литва, Panevėžys. И сегодня я хочу рассказать вам об одном необычном празднике, который совсем недавно появился в Panevėžyse, но уже успел привлечь к себе огромное внимание. Это Baltojo vakarienė, белый ужин. Представьте себе, летний вечер, самый центр города, площадь Laisvės, и вдруг обычная городская площадь превращается в огромное праздничное пространство, где почти все люди одеты в белое. Белые платья, белые рубашки, белые скатерти, белые столы, свечи, цветы. Все вокруг становится белым. И самое интересное, люди приходят сюда не просто посмотреть на праздник, они сами становятся его частью. Откуда появилась такая традиция? Белый ужин – это современная городская традиция, которая существует в разных странах и городах мира. Ее главная идея довольно проста. Люди собираются вместе на открытом воздухе, красиво одеваются, накрывают праздничные столы и проводят вечер в компании друзей, семьи и совершенно незнакомых людей. При этом существует важное правило – белый цвет. Белая одежда и белое оформление создают особую атмосферу, когда сотни или тысячи людей одновременно надевают белое. Обычно городская площадь начинает выглядеть совершенно иначе. Но смысл праздника не только в красивых фотографиях. Главная идея – общение, встречи людей и чувство единства. Как появился белый ужин именно в Panevėžyse? В Panevėžyse такая идея появилась совсем недавно. Организатором стала руководитель Panevėžского сообщества деловых женщин Геня Пучинскене. По ее словам, сначала было даже немного страшно начинать такой масштабный праздник. Panevėžys город достаточно спокойный и сдержанный. Поэтому было непонятно, как люди воспримут предложение выйти всем вместе в центр города, одеться в белое и устроить большой общий ужин. Но организаторы решили рискнуть, и получилось. Первый большой ужин в Panevėžyse собрал примерно 800 человек. Для первого такого мероприятия это был очень хороший результат. А дальше произошло самое интересное. Праздник начал становиться городской традицией. А что именно происходит на белом ужине? Здесь нет привычного формата, когда люди просто приходят посмотреть концерт. Наоборот, каждый участник сам создает праздник. Люди приходят со своими столами, стульями и корзинами, едой. Конечно, все стараются оформить в белом цвете. Белые скатерти, салфетки, посуда, цветы и украшения. А гости приходят в белом или светлой одежде. Кто-то надевает красивое белое платье, кто-то белую рубашку. Кто-то просто добавляет белую деталь в одежду. И получается очень необычная картина. Ты смотришь вокруг и понимаешь, перед тобой уже не просто площадь Panevėžyse. Это огромное белое пространство, наполненное музыкой, светом, разговорами и смехом. А почему именно белый цвет? Белый цвет здесь выбран не случайно. Он ассоциируется с чистой, светом, спокойствием и открытостью. Есть еще один интересный момент. Когда люди приходят на такой праздник, социальные различия словно немного отодвигаются на второй план. Неважно, кто ты, где работаешь и сколько зарабатываешь. Сегодня все сидят за столами, разговаривают, ужинают и просто проводят время вместе. Именно поэтому белый ужин можно назвать не только красивым, но и общественным праздником. Второй белый ужин в Panevėžyse. А теперь посмотрим, что произошло в этом году. В августе 26 года белый ужин вернулся на площадь Laisvės уже во второй раз. И на этот раз масштаб оказался намного больше. На праздник пришло примерно 2000 человек. Причем гости приехали не только из Panevėžys. Среди участников были люди из Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Šiauliai, Латвии и даже Великобритании. То есть праздник, который начинался как новая городская идея, постепенно стал привлекать людей далеко за пределами самого Panevėžyse. И вот это, наверное, самое интересное. Пока белый ужин очень молодая традиция, ему всего несколько лет, но настоящая традиция появляется именно так. Сначала находится человек или небольшая группа людей, которые придумывают что-то новое. Потом к ним присоединяются первые участники, затем приходит больше людей. И постепенно праздник начинает восприниматься уже не как эксперимент, а как часть жизни города. В Panevėžyse сегодня именно так и происходит.
И, возможно, через несколько лет люди будут говорить: помнишь, как мы впервые пришли на белый ужин? Мне кажется, что у таких праздников есть одна очень хорошая особенность. Они не требуют сложных правил. Не нужно быть профессиональным танцором, артистом или организатором. Можно просто прийти, надеть что-то белое, принести с собой еду, сесть за стол, познакомиться с соседями, послушать музыку, посмотреть, как вокруг загораются огни, и провести теплый летний вечер вместе с другими людьми. Потому что город – это не только здания, улицы и площади. Город – это прежде всего люди. И когда 2000 человек одновременно выходят на центральную площадь, садятся за праздничные столы и просто проводят вечер вместе, город действительно оживает. Так что если вы живете по Нью-Джерси или просто собираетесь сюда приехать, запомните название: Балтоево Карени, белый ужин. Возможно, совсем скоро это будет уже не просто красивое мероприятие, а одна из тех традиций по Нью-Джерси, которые будут ждать каждый год.